Привет всем хорошим людям и добро пожаловать на канал Custom Truck. Друзья, КРАЗ 255. Как вы уже поняли по названию этого ролика, у нас новый проект. Проект очень интересный, проект давний. Это брошенный КРАЗ 255. К сожалению, техника иногда вот так вот стоит, где-то умирает. А наша задача не допустить этого, максимально не допустить. Поэтому сегодня мы займемся вот такой интересной работой. Что хотел бы рассказать. Кто недавно к нам присоединился, то обязательно рекомендую подписаться на наш канал. Просто вообще рекомендацион конкретный, потому что впереди нас ждет очень-очень много всего интересного. По поводу этого КРАЗа. Старожилы нашего канала знают и сталкивались, что этот Кразевич у нас мелькал уже на канале. Года 4 назад мы катались на ГАЗ-66 и случайно, каким-то случайным образом нашли этот КРАЗ. Он стоял в поле, брошенный, я начал искать хозяина. Там была очень сложная процедура найти, потому что, ну, сами понимаете, что такое техника, оставшаяся без присмотра. Но, как выяснилось, он оказывается под присмотром, поэтому тоже, ну, наверное, неправильно так говорить. Суть не в этом. Нашли хозяина, начали разговаривать, но тогда что-то цена была такая заоблачная, что прям, ну, не было вариантов его забрать. Поэтому мы эту затею оставили, и КРАЗ остался стоять. А буквально недавно вот на мотоцикле я катался и случайным образом просто нарвался на этот КРАЗ и вспомнил, ё-моё, здесь же Кразюка, надо позвонить опять хозяину и узнать, может быть, есть шансы его купить на сегодняшнем этапе. И вы знаете, мы договорились с хозяином и будем забирать КРАЗа. Да, с ним наверняка предстоит много работы, очень много, но самое главное, что мы вернем еще одну единицу к жизни. Это для меня очень важно, тем более такую легендарную единицу. Но, как обычно, все не так просто, друзья, да? Во-первых, КРАЗ стоит очень давно, он уже врос в землю. Я не знаю, насколько там он комплектный, но есть нюанс. Есть нюанс. Хозяин сказал, что там украли стартер. Стартер кто-то дербанул, но я уже съездил на разборку, здесь у нас есть, и нашел стартер. Вот, поэтому стартер у нас есть. Единственное, непонятно, как там с креплением. Есть крепление, нет крепления. Наверное, там наверняка провода украли. Так что я тоже взял провод, стартер. И, естественно, сейчас будем собираться. Все максимально соберем и будем выдвигаться. Но уже поедем завтра с утра. Знаете, с утра, как говорится, на свежую голову все это легче делать. Вот. Буксировать мы его не можем. Почему? Потому что сцепка не позволяет у нас. Специфика КРАЗа в том, что у него не два крюка спереди, как у обычной машины, а просто одно крепление. И то я не знаю, есть на том КРАЗе или нету. И, ну, будем выламывать крюк. Ну, это неправильно. Вот. На Вольве мы туда тоже не заедем, потому что там такая глушь, там Вольва не вывернется, и она туда просто не заедет, не позволят ветки, деревья, мы ее просто расцарапаем всю в усмерть. Если уже коснется там, ну, прям вообще необходима будет эвакуация, то тогда уже будем с помощью Вольвы это как-то решать, либо там все-таки пытаться на жесткой сцепке его тащить. Одним словом, будет очень интересно. Сколько мы продвинемся в этой серии, я не знаю, но вы представляете, деревья проросли через машину, и шансы его возродить к жизни, ну, они минимальны. Вот, на грани, можно так сказать. Поэтому, я думаю, будет очень интересно. Всем огромное спасибо за поддержку на Бусти. Наши зрители на Бусти уже знают, что как. Вот, а вам я тоже настоятельно рекомендую подписаться на Бусти, и тем самым вы нас поддержите, и у вас будет оперативная информация о том, что мы здесь делаем в гараже. Все. Собираем вещи. Сейчас посмотрим, что там со стартером. Хочу его проверить, все сделать как надо, чтобы быть уверенным в этом во всем. Ну, а вам, друзья, как обычно, присаживайтесь поудобнее. Наиприятнейшего вам просмотра. Заваривайте чай. Любименькую вашу еду, что вы там любите, пишите в комментариях, что вы кушаете под мои видосы. Мне всегда интересно почитать такие домашние комментарии. Ну и, конечно же, еще раз вам приятного просмотра. Мы начинаем. Все, хватит тянуть эту резину вечную. Вот столько вещей я собрал. Там у нас электроинструмент, пила,
хомуты, набор. Здесь всякие болтики, там всякая всячина. Ножики, герметики, изоленты, все-все-все. Топорик, лопата, бензопила, подстелить, вода и топливо. Ну, посмотрим. Минимальный набор. Будем пробовать. Чем это закончится, пока неизвестно, но очень интересно. Так что вы прямо сейчас остановите видео и поставьте лайк. Подсоединил. Сейчас попробуем. Тут всегда нужно очень мощно, чтобы было. Он опасный. Ну, как-то троит он почему-то. Почему троит? Непонятно. Сейчас ВК проверим. Ну, все работает. Водичку наливаю, все хорошо. И сложил уже аккумуляторы. Подготовил, с Вольвы возьмем. И стартер. Помыл его немножко бензинчиком. Почистил, все по красоте. Мы загрузили очень много всякого барахла. И, в принципе, готовы к выезду. Дима, как у тебя настроение? Праздничное. Начинается уже у нас мини-оффроуд. К сожалению, место, где стоит КРАЗ, оно находится очень в глухой деревне. И в этом и проблема, потому что мы не можем туда фактически на Вольве доехать. Вот, поэтому будем пробовать выезжать своим ходом. Но если уже не получится, то будем какие-то другие планы строить, да, Дим? Ты как настроен? Что у нас все получится, да? Однозначно. Отлично. Час назад ты мне говорил другое. Ну, ты же сказал, КРАЗ в идеале, 20 лет сохранения. Я думаю, мы заведем и поедем. Нет, к сожалению, КРАЗ явно не в идеале. И вот это вот стояние в течение последних 20, ну где-то, наверное, 15 лет он стоит. Я так посмотрел по техосмотру. В 2005 проходил он техосмотр. Вот, то есть это фактически, 20 лет, если там он чуть-чуть еще проездил там с техосмотром. Мы вообще проедем здесь на Лозанге? У тебя зимняя резина или летняя? Летняя, чисто шоссейная, прям вот просто вот чисто шоссейная. Дима, ты меня пугаешь тогда. Бляха, я что-то не подумал на эту тему. Бери левее максимально. Нормально, все хорошо. Вот это у нас оффроуд. Ладно, едем дальше. Но у нас лопата есть, если что. Ты максимально внимателен. Не переживай, здесь дно само по себе плотное, поэтому все нормально будет. Все, друзья, вот он КРАЗ. И оводни уже вокруг нас. Ёптать нехай. Хорошо, что я взял химию от оводней. Вон он, друзья. Ай-яй-яй. Как же он здесь зарос. Капец. А, вы, наверное, еще его не видите. Не, видно уже. Прикалываюсь. Ну вот он, наш Кразюка. Сейчас надо сразу, наверное, косилку здесь заводить. Дим, ну нам не обязательно косить эту. Вот нам хотя бы вокруг здесь, чтобы можно было дойти. Да. Блин, есть один большой косяк. Я не подумал и не взял ручку. Кого? Ручку. Ну мы откроем, это ничего страшного, но сам факт. Вот так здесь все вросло в землю. Ужас, ужас. Еще и погодка у нас не очень.
стоят. Замок вот здесь, видите? Нам его нужно будет спиливать, к сожалению. Врос он конкретно. Здесь с дверями, конечно, проблема. Вот такая проблема с дверями. Забыл я открыть двери, взять ключ. Всего лишь нужно было взять. Ну, все не продумаешь. Ничего страшного, сейчас может воротком здесь осы. Там будут осы, Дима, чувствую душой. Вон они уже. Бляха-муха. Идем сюда, а то сейчас... Да ничего страшного. Где-то осиное гнездо большое. Так вот визуально смотришь, вроде аккуратно все. Но у нас здесь есть замок. Вот. Нужно будет как-то с ним повозиться. Спереди есть вот этот фаркоп. Понял? Это уже хорошо. Но то, о чем я говорил, крюков нету, есть только фаркоп. И зацепить мы можем только на прямую трубу. А прямая труба, нужно поворачивать руль. Поэтому на красе поворачивать руль это нереально. Смотрите, насколько здесь он вошел в землю. Это просто трындец. Просто трындец. Вот, ну и сейчас посмотрим, что у нас тут по стартеру, блин, заодно уже. Кстати, хомуты вроде стоят, Дима. Это хорошо, наверное. Сейчас будем разбираться. Ну, я там взял, открутил же с МАЗа там частично. Ну, сейчас посмотрим. Система не такая, как у нас на кразе. На двух хомутах стартер. У них есть разница, у этих кразов, ой, точнее, у двигателей ЯМЗ есть стартера, крепится на один хомут, а есть на двойной. И у нас вот очень странно. На кразе у нас под один хомут, на гоночном МАЗе под один хомут, а на мазокране под два хомута. Почему они это применяли разные технологии, непонятно. И непонятно, блин, что здесь сделано вперед труба. Выхлоп впереди. Странно. Так, дальше погнали. Нам придется, Дима, бороться с осами. Как-то, я не знаю. Они вон летают вокруг. Там явно внутри у них местечко. Ну так не вижу я. Вот прям наобум нету. Не видно.
Какие-то сварены защиты вокруг баков, непонятно тоже для чего. Такие мощные защиты. Это, как ты думаешь, Дима, что это? Это указатель уровня топлива. Да, поддерживаю. Здесь защита для бака. Ну, резина слабенькая у нас, конечно, ни о чем резина. Но эти колеса тоже вросшие в землю. Их накачивать будет сложно. Ну что, дерево, смотри, просто кулак дерева. И самое главное, у нас сквозь раздатку растет дерево. Так, с этой стороны у нас. Ну тоже резина задняя вообще слабенькая. Слабенькая. Здесь уже муравьи сделали целые муравейники вокруг. Смотри, наносили сколько. Видишь? Или это не муравьи? Ой, муравьи, вон они бывают. Забегали. Так. Смотри, еще какие-то интересные уши такие. Здесь на мосту. У нас такого вроде не было. Бляха, Дима, осторожно. Там какой-то улей, что ли? Шмель, да, вылетел? Шмель не опасен. Да, если это не улей. Что это такое вот это? Какой-то стабилизатор типа. И камера тормозная к нему идет. Что это за такое? Интересно. Видишь? Идет просто вал. А, здесь вот что-то отрезано было. Видишь? Вот. И что-то было здесь очень интересная какая-то конструкция. Друзья, кто сталкивался, пишите. Отключаемый стабилизатор какой-то был. Но это не точно. Так. Открываем кабину. Давай. А, здесь тоже на замке, видишь? Тихо, там осы, наверное, здесь, нет? Нету никого. Вон наверху они. Тикай. Ты прям вообще ос не боишься, я смотрю. Так, нам удалось выщелкнуть. Так, один. Засов, а второй живой. Прям на пределе. Есть. Отлично. Бля, вот это состояние. Вот это состояние. Ты видал? Пушка. Офигеть. Так, давай вторую вынем теперь точно так же. Давай масло сразу глянем. Нам по-любому открывать капот. По-любому, Дима. Маслица есть. Все четко без воды. Мне надо вот здесь вынуть, Дима. Идем, подними капот. Но именно его подними вот за это, чтобы он перекашивал. Понял? Вот и все. Подними ручку. Что там, Дима, без косяк? Косяк, ладно. Отлично. Ну, с этой стороны мотор чуть-чуть в масле, да? С той стороны вообще такой красавец. Ну, ремни на месте. Интересно, проворачивается ли он, бляха-муха, правда? А провернешь этой рукой? Не, сейчас будем залазить вниз и смотреть. Монтажкой. Да. Первое впечатление, хорошая машина. Но это первое впечатление, друзья. Сейчас посмотрим. Даже отстойник здесь. Интересно, подключен он? Вроде подключен. Может быть, здесь и ничего и так не украдено сильно. О, глушителю здесь капут. Глушителю капут, Дима, здесь. Предлагаю заняться капотом. Это самое важное и самое первое, что мы можем сделать. И параллельно буду тащить стартера и все остальное. Надо открыть капот. Круг разлетелся. Я же говорил, смотри на круг. Это жестко. Я еще очки забыл, но я пропилил.
Все, берем монтажку и отгибаем. А, бляха, мы не отогнем, Дима. Здесь дырка больше под замок, ты понял? Или получится? Может и получится. А так монтировкой. Есть, ты взял монтировку? Ну ты же все взял. Какие-то, как эти, как варвары, блин, налетели на краза, да? Ну, такие условия были. Ты понимаешь, чуть-чуть не хватает. Сейчас. Ну-ка, вот так. Попробуй. Опа. Бляха, эти закисшие. Залезь наверх. Я удержу. Держи. Давай. Отпускай. Бляха. Закисшая завеса, Дим. 20 лет капот не открывали. А, так эта штука для капота была. Ё-моё. Ну да, тут капот давно не открывали явно. Смотри, опасно. Ну, чтобы не соскочило упор. О, это не страшно. Вот пчелы и осы, это страшно. Нам нужно проверить рейку, чтобы она не была в клине. Иначе, если здесь проблема с рейкой, мы можем прикурить. Слушай, ну газуется вроде адекватно. Что ты погазовал, и осы полетели с кабины. Да? Наверное, им не нравится, что мы Газуем. газуем. Здесь сильно перегазовал. Хорошо, что Лёши нет, он бы этих ос быстро тут возбудил. Мотор вращается, Дима. Поедем сегодня? Смотри. Ну все. Это хорошая новость. Это хорошая новость, друзья. Хотя бы уже мотор проворачивается. Ладно. Я думаю, мы попробуем его запустить, если что, заглушим. Так. А снимем фильтр. У нас здесь вот что-то с воздухом будет проблемы. Но это на подкачку кран. Ну, остальное вроде как более-менее здесь живое. Давай открывать кабину. Что там с осами? Они, может, уже разлетелись? Ну, вроде не видно пока что, да? Постучи этой штукой. Это что? Что? По-моему, пчелы что-то подозревают. Четырехгранник, там восьмерка. Да, я знаю, я знаю. Сейчас попробуем, но, по-моему, поищем что-нибудь. Так, попробуем открыть кабину, следующий этап. Мы нашли гнездо. Вот оно. Нам надо сейчас как-то с ним справиться. Давай. Это не понравится. Отогни. Но не факт, что они крякнут после этого. Дима, вон они вылазят, мочи. Стреляй! Куда ж ты стреляешь? Пчел, конечно! О, они сами Всё, падают. Им уже плохо. Давай я сразу сейчас отломаю это гнездо. Дима, отодвинь мне, а я отверткой его сжахну. Нет, никого. О, есть один. Что, заглушим мы потом я МЗ-238, если он пойдет в разнос? Этой тряпкой вряд ли. Можем открыть кабину, в кабине что-нибудь будет. Давай, да, открывать На кабину. что мы ее и начали открывать. Нифига, да? А вот так? Нет, еще не. О! Почти открыл. О, есть. Фух. Ну, давай. Смотри, там может быть еще, или может вообще эта дверь Тихо, тихо, дай я гляну. Трещит дверь. Выламывается у нас это. Надо в ВД ходим срочно. Ну, к сожалению, видите, годы не щадят. И здесь немножко у нас выламывается сейчас завесы. Вот этот вот брусок центральный. Сейчас завесы помажем.
может быть, будет легче. Какой пробег здесь, интересно. Сиденье камазовское, уже не родное. О, Дима, руль вообще не крутится. О, бляха. Ну, вроде начал. Так, ну коробка не вкисшая. Уже хорошо. Сцепа есть. Тормоз тоже. Стабилизаторы вкл-выкл. Ну и надо начать с глушилки. Вроде... Попробуй покрутить. Пытается. Колеса, сошка, да? Сошка Отлично. двигается. Это хорошо. А что у нас здесь с глушилкой? Ага, глушилка работает. Типа вот так, и все, он должен глохнуть. Так, ну ладно, этот механизм работает. Это уже хорошо, Дим. Что еще здесь в кабине? Зеркальце, ножик. В пепельнице что у нас? Золотники. Ну, отлично. Так, давай окно опустим сразу. Мы сможем, если что, открывать тогда его. Все. Фух, бляха-муха. Дим, иди попшикай завесы пассажирские тоже. Да, здесь, конечно, придется восстанавливать эту деревянную часть. Жестоко тут, конечно, это все жестоко. Ну ладно, так. Блин, еще одно гнездо осиное. Дима, еще одно гнездо, надо вальнуть его. И вот здесь осы, реально. На, возьми, вынеси его куда-нибудь. Далеко отсюда. Там 3 осы только. Их здесь много. Полегло. Жук какой-то. Это бздюль, наверное. Так, ну ладно. Вроде все нормально здесь. Можем начинать ставить стартер. И надо посмотреть, что здесь по кабелю аккумуляторному. Минусового тут нету, массу тоже нету, украли. Я так понимаю, уже после того, как его обворовали, хозяин решил защитить немножко крас и поставил замки сюда уже. Да, видимо, так и было. Так, ну ладно. Продолжаем наши работы. Есть хорошая новость. Я залез под низ, и вы знаете, там остался хомут. Это хорошо, потому что наши хомуты не такие. Почему? Потому что у нас под один хомут вариант и под хомут, когда хомут на крюке одевается. Ну, короче, вроде бы все такое, казалось бы, все одинаковое на ЯМЗ моторах, но нифига, оно все не одинаковое, друзья. У нас 3 ЯМЗ мотора на наших проектах, и на всех все разное стоит. Я не знаю. Только что снял небольшое видео для наших зрителей на Бусти, и смотрите, к нам присоединились 2 красавца. О, посмотри, взлетает. Помощники нам. Наверное, это муж с женой. Что-то не хотят помогать, судя по всему. Слились сразу. Только мы включили камеру. В общем, продолжаем работать. Оводни грызут, но мы пока не сдаемся, еще идет туча. Такое лучше не снимать, Дима, потому что может произойти непредвиденная ситуация. Пока я не знаю, как это будет выглядеть, Дима, но это очень интересно, как туда его засовывать. Этот стартер. Ну хорошо, что он вросший в землю, но здесь низко получается все. Я не знаю. Может его веревкой какой подвязать, Сверху. и ты мне поможешь? Но сверху подтяну. У нас есть куча дощечек. Не, Если это нас тут не спасет. помогут. Тут надо его как-то подвязать, наверное.
Я просто туда залезть не могу. Я могу, например, его временно закинуть на мост. Потом типа на швеллер. Вот он на мосту. Бляха, на ту сторону падает. Бляшкин дед. Мы его теряем. Ага. Тут еще глушитель этот, зараза, ты понял? Мешает. Мы можем его отрезать. Так. Дима, ты готов? Я всегда готов. Тем более, что ставлю-то не я. Поэтому и готов, да? Да. Бля. Офигеть. Это трындец, блин. Опа. О, вроде попал. Сейчас нужно попасть, там такой чопик направляющий. И вот за него я немного переживаю, чтобы не было разницы в этих стартерах. Ну вот он вроде плотно сейчас стоит. Ну да. Все. Вот мне нужно сейчас как-то через стартер просунуть. Может, это нужно было делать раньше? Блин. Ну ладно, сейчас его просунем, зацепим. И тогда сможем вот этим болтиком стягивать. Здесь снимать, сами понимаете, не то что некомфортно, но его нафиг. Потому что этот стартер еще может в лоб прилететь. Мне нужно 2 руки, иначе это опасно. Выше, выше, выше. Еще где-то... Тебе надо 1,5 сантиметра выше, чтобы одеть его на крюки. А выше он не поднимается. А должен подниматься. Значит, Типа со стартером Оп, уже? оп, оп. Давай еще к мотору. Тяни вниз. Одел. Одел? Одел на крюки. Все. Вот одел? Да, только выше его не поднимай. Офигеть. У тебя был один шанс, Стой. и второго не будет. И он каким-то чудом, да? Да. Стой, так тут мне болта этого теперь не хватает, ни хрена. Но он четко сел на крюки. Отлично. Друзья, мы сейчас будем возиться, пытаться это все наживить, закрутить. О, теперь мы можем. Опа. Фух, бля. О, 2 гнездовоз. Я первый. Попробуем протащить наш кабель. Примерно это здесь должно быть. Вот сюда. Мы провели провод и сейчас вот пытаемся закрепить провод к стартеру. И нужна граверка все-таки, я решил, потому что много крутить, там крутить неудобно, а вот граверку закинуть прям то, что надо. Я там кабель соединил. Сейчас ставь здесь кабель. Ставь клемму. Где клемма-то? Там лежит. Вот лежит. Все. Закидывай клемму, смотри, должно хватить тебе. Окей? Вымокли, друзья, мы уже почти насквозь. Дождь нас прогнал. Провод основной мы проложили. Проложили провод на стартер. То есть мы сможем сейчас крутить стартером. Вот, и... Короче... Решили взять паузу, пообедать. Галя нам сложила тут с собой вкусняшек. А именно. Вот такие вот бутерброды с лаваша и тортик. Ура! Вкусняшка! Отлично, наливаем чаек. Вы тоже, надеюсь, чай заварили и пьете чай. Вот, и будем чуть-чуть подождем, потому что ливень прям... льет страшный. Вот, и будем пробовать прокручивать первый раз стартер. Ой, двигатель. Потому что непонятно, стартер наш живой, не живой. Непонятно, как это все будет выглядеть. Ну и страшно, блин, потому что
Вы же знаете, эта машина не просто называется людоед. Эта машина людоедом называется людьми, которые работали годами на этих тачках. Но пока что есть крыша над головой, и это уже хорошо. Так, обедаем и сразу же пробуем стартер. Блин, дождь еще больше. Ужас. Все, Дима уже вырубается. Дима! Мы, короче, прикурили, друзья. Дождь льет. Льет такой, что на улицу не выйти. Мы уже скушали все печенюшки Галькины. Все бутерброды, все поскушали. Ну, вроде потихоньку затихает. И еще у нас одна проблема. У Димы летняя резина на Логане, блин. А у нас там подъем, я не знаю, шансов выехать минимально. Поэтому крас по-любому нам нужно запустить, да, Дим? Газу вытащи. А не кинем, поедем на крась. Да, на нем еще поехать нужно. Но, ладно, сейчас попробуем прокручивать мотор. Ну вот видите, такая вот ерунда, блин, не дает нам. Ну, там я вижу просветы, вот там. Так что шансы есть нам все-таки выжить. Ах, природа-то какая красивая. Глушь, вообще никого нету здесь. Вообще, глушь. Мы тут подсобрали схему. Дождик, ну, идет, но уже не такой. И тем более, что вот там я вижу прям красивое небо чистое. Так что можно начинать. В любом случае, Дима, мы сможем высохнуть тогда. Аккумуляторы установили, перемычку, но минусовую вот тоже прикрутили здесь. Идет к раме она. Масса здесь украдена, нету массы. И по сути мы готовы, то есть накинуть клеммы. Провод вот у нас для того, чтобы активировать стартер, но нам сейчас нужно снять фильтр воздушный, чтобы вдруг, если он запустится или пойдет в разнос, или еще что-то, то чтобы у нас была возможность. Вы знаете, что такое ЯМЗ? ЯМЗ может стартануть, блин, с полоборота. Поэтому тут подготовили вот такую фуфаечку, типа будем ей глушить, если что. Либо сейчас еще, может, полазим что-то. Дим, там у тебя под тобой нету ничего? Есть пакеты. Может, пакет не пойдет. Типа дощечка какая-нибудь. Смотри, есть знак. Въезд запрещен. Вот такой. Откуда там у тебя столько? Кстати, вот он, может, и подойдет. Есть картонка, глушилка. О, живем. В общем, наверное, знак будет удобнее нам, а? Заглушим. Заглушим чем-нибудь. Ну что, Дим, надо пробовать стартер нам. Откручиваем сейчас фильтр и пробуем стартер. Опа. Ну что, ты проверяй давай нейтралку. Так? Проверил нейтралку. Проверил нейтралку. Кто на клеммах у нас будет? Никого. Разбегаемся. Так, ну я сейчас попробую. Ну, стартер не в клине уже хорошо. Здесь эти клеммы отгорают, о, как спичка. Это мы уже проходили. Надо только обязательно ключ оставить возле клеммы, чтобы, если что, можно было успеть снять. Сейчас тогда кляпнешь на стартер, так? А я буду там с картонкой, если что. Вдруг там что-то пойдет у нас не по плану. Смотри, если вдруг экстренная ситуация... Я бегу вон туда. Нет. Вот ключ на 13, минусовую клемму скидываешь. Понял? Вот эту вот. Запомнил? Да. Ну что, скрестили пальцы. Пробуем. Да, нормально все. Так, ну попробуй дринкни его, Дим. Пробую. Так а что ты пробуешь? Провод тыкай, ёпта. Так а ты же Куда? на ключ посадил. Какой ё-моё. ключ? Сказал, я на ключ посажу. Ты же электрик. Я Ты думал, должен сделал был как посадить. нормальный Давай, только смотри аккуратненько. Давай. Чуть-чуть. Готов? Да, на плюс на 24 вольта. Давай. Нифига. Потому что контактный. Где? Ну, крутит. Это Ему хороший туго знак. было сначала. А? Туго было сначала. Пока осы с цилиндров повылетали. Ну давай еще чуть-чуть. Жабы, крутни. змеи. Давай еще крутни. Что же ему не нравится? Стартер работает не совсем корректно. Возможно, слабая масса, потому что провода массового от... Там на стартере есть специальный болт и идет
должен быть дополнительный провод массовый. Может, из-за этого. И кабель может тоже такой, знаешь, слабенький у нас. Мы решили все-таки перестраховаться и снять крышку и пощупать рейку. Блин, в клине, Дима. Так, ВДХ. ну ладно, надо ВДХ. И сейчас попробуем здесь хотя бы немножко что-то полазить, разрабатывать. Блин, ну это, конечно, плохо. Придется чуть повозиться. Но, видите, так, ну, закисает. Но еще не факт, что оно там сильно закисшее. Сейчас ВДХ попшикаем. Но тут важно верхнюю часть пшикать. О. И, допустим, вот на МАЗе удобно. Можно открутить вот эту крышку заднюю на задней части насоса и там за рейку вводить. Но здесь и так неудобно, и так неудобно. Ну, сейчас попробуем, что она нам скажет. Не, так не все просто. Так, ладно, сейчас будем заниматься. Дима, дай мне отверточку, молоток, и мы сейчас ее расшевелим. Друзья, вы не поверите, буквально вот 10 минут нам понадобилось. Один удар, и начала рейка ходить. То есть вообще без вопросов. Отскакивает, глушилка работает, и все хорошо. Вот. То есть, ну, не сильно было вкоревшая, значит, реечка. И теперь мы можем смело запускать мотор. Все будет хорошо. Все, ставим обратно. Рейка работает, глушилка работает. Закручиваем обратно крышку. И все. И пробуем запустить. Тот момент, когда искры летят на тебя, ну, сдаваться нельзя, потому что нужно пилить. Но я гайку распилил, сейчас мы ее отогнем. Я думаю, должно у нас получиться. Ура! И здесь осы. Уровнемер. Да ну какой-то тут есть. Вот. Чуть-чуть есть. Ну, что-то есть там. Нам нужно сейчас испытать, тянет он соляру или нет из бака. Фу, воды мне надо срочно. Тянет. Солярку последняя. Надо воды, это желтая часть. Вставляем помпочку. В принципе, должно все получиться. Вроде как магистраль жива. Ну, во всяком случае здесь. То, что заборник сосет соляру, это очень хороший знак. Сейчас мы попробуем засосать с помощью помпочки. Заводская помпа так, к сожалению, пока что не качает. Но, возможно, она проснется. Вот, после того, как мы дадим ей солярочку, и все начнет работать. Советская техника, она имеет большой запас прочности и, ну, должна бы оживляться вот таким способом. То есть не работает, потом взял там что-то поделал, и она начала работать. Но пока что нам дождь не дает нормально поработать. Вроде качает. Сейчас пойду там откручу, попробую, идет ли там топливо, и будем закачиваться. Так, ребятули, мы готовы к запуску. Дима одевает клемму. Топливо прокачалось без проблем. Открутил с насоса. Там оно даже такое чувство, что было. Если он сейчас запустится, это будет круто. Но мне кажется почему-то, что он запустится. Тимон, ты готов? Всегда готов. Я беру глушилку. Надо чуть-чуть газа дать. Мы поняли, почему плохо срабатывал стартер. Дело в том, что перепутали клеммы, и Дима подавал 12 вольт.
Поэтому плохо сработал стартер. Я надеюсь искренне, что сейчас он быстренько сработает. Ну а вы, друзья, конечно же, остановите видео и поставьте лайк. Работа под дождем. Оживляем такого старичка. Ну, надо вернуть его к жизни. Ты готов? У меня мандраж почему-то. Глушилка. Глушилка самая страшная. Да? Так, капот не упадет. Ну, давай. Я готов. Готов? Давай. Сначала просто клацну. Ну, провернем пару оборотов. Да заводи, он заведется. Я думаю. Вот так, друзья, советская техника оживает. Давление есть? Давление 6 так? Да, нормально. Плюс на выхлопе. Да. Надо сейчас сделать. Мурлычет, да? Друзья, это круто. Просто это класс. Это класс. Сейчас нужно проверить утечки масла, топлива и глушить. Нужно заливать воду. Сейчас зальем соляру. Блин. У меня на душе, ну, я не знаю. Такие эмоции, конечно. Ни с чем не спутать никогда. Глушим и заливаем воду. Дима, стартани. Слушай, чуть-чуть даже воздух начал качать он. Одну атмосферу, правда, ну. Давай. Стартую. Блин, все, ну, это класс. Ну, что тут еще скажешь, блин. Мне же хочется расплакаться, наверное, но это класс, это класс. Ладно, сейчас попробуем заливать воду и посмотрим, способен этот аппарат. Но нам нужно будет еще много очень накачать колеса работы и времени. И вот я еще переживаю, хватит ли нам 20-ки, блин, топлива. Там же есть еще. Ну там что-то есть, да. Фу, бляха. Ну как, Дима, что скажешь? Ракета. Да вообще класс, я в шоке. Я в шоке, друзья. Ладно, хорошо. Работаем дальше. Именно пробуем залить воду. 40 литров у нас есть воды. И сейчас проверим краники, все, чтобы было нормально. Ну так, по маслу вроде все хорошо, нигде ничего вроде не плывет. Потому что бывает, когда стоит долго машина, то потом появляются какие-то нюансы, утечки. Но здесь вроде все нормально. Единственное, здесь очень много каких-то то ли орехов, то ли что это такое. Белки здесь жили, наверное. Что это? Какие-то семечки. Очень их много. Здесь целый топливный насос. Вот сейчас мы это немножко уберем. Ну и надо заливать воду, Дим. Уже одну 20-ку залили. Вроде нигде не плывет. Даже краны, наверное, закрыты. В всяком случае, пока что все в норме. Чуть-чуть капает с краника. Он тут краник, блин, забит осами. Ты понял? То есть они сейчас отобьются И мы можем потерять воду. всю. Мне надо, отвертка надо. Тоненькая самая, дай самую тоненькую. Не, наверное. Мы можем запускать, накачивать воздух. Нет, не можем. Почему? Плюсовой провод на выхлопе. Да, сейчас сделаем плюсовой провод. И
залить топливо и нужно накачивать колеса, пробовать. Заливаем соляру. Соляра на вес золота. Ближайшая заправка от нас, наверное, километров 40, блин. Так нам этого не хватит. Это же всего 20-ка. Да. Что мне сделать? Ну, сейчас попробуем. Запускаем. Пусть накачивает воздух. Блин, ну картина прям маслом, а? Ужас, ужас, деревья насквозь. Бляха-муха. Ну, красота, красота. Мы сейчас попробуем стартануть, что с этого выйдет. Выехал, это очень хорошая тема. Я даже не ожидал, что он рванет, но пустые колеса у нас, конечно, создают проблемы. Сейчас пытаемся накачать воздух и будем выезжать. Такой у нас только шланг подкачки, тоненький, блин, зараза. Вот дуется. Но к нам присоединился наш зритель и подписчик Юрий. Да, чтобы вы понимали, он из Берлина приехал. Этот крас заводить. Да, каким-то образом он нашел Галю. Но я так понимаю, соседи там сказали, да, скорее всего? На базе? Да, соседи на базе слили сказали информацию, да. Вот, он нашел Галю, Галя нашла нас, в общем, Юрий здесь. Очень упертый мужик, короче. Его надо запустить. Да, и он нам помогает. Но мы всегда рады, да, любой помощи. Так что сейчас попытаемся соединить шланг. Ну, приходится резать, а что? Полевые условия ремонта, они должны предполагать жертвы. Ну и вот так вот нужно как-то сделать. И здесь хомутом. Но! Хотя можно попробовать. Вырвет так вырвет. Ну, подлиннее запихнуть. Сейчас, только хомут надо, правда? Побольше сразу. Хомутов. А, еще проблема, главное, чтобы кран там рабочий у нас был. Это тоже нюансик. Вот, так что, Юрий, огромное спасибо за то, что, представляете, приехал человек из Берлина, блин, к нам в эту глушь. Просто в глушь приехал помогать. Ну, молодцы люди, наши подписчики. О, ты понял, даже воздух есть. Да, видно, пока ну, здесь вот украден у нас этот, ну не украден, просто его видно не было. Так, все, мы можем запускать мотор. Осторожно, от винта. Что ты делаешь? Понял. А то подписчики будут спрашивать, что ты там поришь. Правое колесо мы накачали, сейчас качаем левое. И, не знаю, темнеет уже. Темнеет. Вот так, видите, у нас сервис. Ха-ха-ха. Да нормально, Юр. Помогаю. Нам пофиг. Помогаю. Так ты будешь весь мокрый. Пытаемся накачать колеса, но, видимо, скоро у нас закончится топливо и стемнеет. Поэтому пока что непонятно, как нам уехать. Накачали мы уже 3 колеса. Сейчас качаем 4-е. Но, друзья, дождь заливает нас просто насквозь. Просто насквозь. Ладно. Соляра, наверное, уже вот-вот закончится.
Но будем надеяться, что чуть-чуть успеем хотя бы накачаться. Сейчас мы попробуем отъехать назад, посмотрим, как он поведет себя, сможет ли он выскочить из этих ям. Он больше живой, чем мертвый, но руль не увернуть. Руль не увернуть, мы там не смотрели. Наверное, там масла нету нифига. И одно дерево, видишь, все-таки не удалось нам спасти, выломали его. Он прямо вырвало его, куда-то там в карданы, видимо, закрутило. Ну этот, наверное, монстр может переживать, если вот так деревья все карданами. Но очень большая работа проделана, друзья. Там огромная туча идет. Ну, сейчас попробуем тут еще что-то покопошиться. Вот, но это результат. Это результат. Я очень доволен, что, в принципе, все у нас получилось. Запустить его. Ну, и огромное спасибо хозяину, который даже на колеса одел колпачки. И мы смогли накачать колеса, мы смогли, ну, его в целом оживить. Что мы еще решили проверить? Есть ли у нас тормоза? Потому что вопрос открытый. Нам на дорогу выезжать, нужны тормоза. Ну и руль нужно разбираться. Поэтому сейчас попробую чуть-чуть зад-вперед и проверим тормоза. Ну, вроде он тормозит, все нормально, но что-то мне чуть-чуть не понравилось, как он поехал. Видимо, все-таки камеры где-то подклинивают, нужно будет проверять. Но этим мы всем займемся, наверное, друзья, в следующей серии, потому что, к сожалению, мы не можем ехать. Руля нету, у нас нету страховки, и самое главное, у нас нету топлива. Ближайшая заправка, ну, я не знаю, километров 30 примерно отсюда, и мы просто не успеем обернуться, потому что еще идет туча. Вот, я думаю... мы приедем послезавтра и будем забирать его, пытаться ехать, пытаться как-то добираться до дома. Но это уже будет в следующей серии. Я не думаю, что стоит рисковать, и нам сейчас ехать по схеме камикадзе. Где-то по пути мы перекроем движение, правильно, потому что у нас закончится топливо. Ну, я думаю, правильно все-таки отложить. И так много очень сегодня сделали. Я просто, когда запустилось сердце краза, у меня... такие эмоции были. Но это круто, что у нас получилось хотя бы вот его оживить минимально. Ну, а по следующим системам мы, естественно, будем все это дорабатывать, делать, смотреть, проверять. Вот, как минимум нам нужно масло обязательно в гидрач долить. Ну и после этого только мы сможем, наверное, ехать. Вот, так что огромное вам всем спасибо, что были в этой серии с нами. Вам, каждому из вас, я хочу пожелать только хороших людей на жизненном пути, всех благ и всего самого-самого наилучшего. А сейчас мы в целях безопасности отправляемся домой. Это будет правильное решение. И дождик уже начинается. Все, всем пока. Не забывайте подписаться, чтобы не пропускать следующие серии.